В понимании многих наших современников балы, которые устраивала знать до революции, это невероятно приятные мероприятия. Там звучала великолепная музыка, красиво одетые дамы и кавалеры с томной улыбкой на устах и огоньком страсти в глазах танцевали мазурку и падипатинер. Статные дамы, которым по возрасту уже не полагалось плясать, придирчиво разглядывали молодежь, подмечая каждый нескромный кивок головы, а бравые генералы хвастались своими истинными и мнимыми победами. Вышкаленные лакеи беззвучно скользили между гостями с подносом, уставленным дорогими винами, а воздух был наполнен атмосферой счастья и праздника. Да, примерно так все и было. Но балы устраивали, и на них приезжали не только ради веселья. Балы были частью дворянской культуры. На них обсуждались важные мероприятия, заключались сделки, совершались важные знакомства. Молодых девиц вывозили на бал с целью найти им достойного жениха. Устроителям бала приходилось много трудиться, чтобы все прошло на высшем уровне. Иначе дурная слава о них могла быстро разлететься по городу и даже загубить карьеру. Давайте узнаем некоторые интересные особенности бала. Бал — это праздник. Изначально балом назывался церемониальный вечер во дворцах, где проходили встречи высокопоставленных лиц, послов и канцлеров. Раньше нравы и нормы морали были строгие. Малейшее нарушение этикета обрекало несчастного на позор и приравнивалось к тяжкому преступлению. Первые балы устраивались в XIV веке во Франции, а при дворе Людовика XIV обрели популярность. Отсюда пошли проницательная изысканность и манеры, без которых ни одно мероприятие не должно было проводиться. В Российской империи балы, как и все новомодное, учредил Петр Великий в 1718 году. Уже спустя век в нашем государстве они стали популярными не только в больших городах, но и в провинции. Больше свечей. Перед организаторами бала стояла непростая задача — собрать немалое количество гостей в большом зале дворца или поместья. При этом все друг друга должны были прекрасно видеть. Именно свечи, их длина, толщина и качество говорили о достатке хозяев больше, чем столовое серебро. Чем больше и лучше свечи, тем дольше и красочнее пройдет праздник. Обычно подготовка к балу занимала около 2-3 недель. Особенно важным считалось украсить дом живыми цветами. Еще лучше, если растительность экзотическая. Бальный кутюр. Конечно, самым волнующим моментом в подготовке к балу у дам и девиц являлся подбор образа и наряда. Предприимчивые кутюрье стремительно развернули целую линейку специальных платьев, созданных по последнему вздоху моды. Туфли, перчатки, шляпки и прочие мелочи шились в соответствии с цветовой гаммой. Часто один такой наряд стоил, как годовое жалование придворного лакея. В культуре того времени нельзя было упускать нюансы: возраст, положение в обществе, положение семейное, материнство. Все имело значение и подвергалось строжайшему разбору и анализу присутствующих, как только та или иная дама входила в зал. Появление на балу. Гости начинали приезжать к 6 часам вечера. Можно было явиться позже, к примеру, к полуночи. Но опаздывать к торжественной части было нельзя. Это считалось проявлением неуважения к хозяину и другим гостям. Первым танцем был полонез. Его танцевали все, независимо от возраста и желания. Полонез напоминал собой торжественное шествие под музыку. Молодые мужчины, давая согласие явиться на бал, как бы соглашались ангажировать дам. Явиться на бал и весь вечер просидеть в сторонке считалось неприличным. Танец раз, танец два. Каждый, кто приходил на бал, четко знал порядок танцев. Кружились в танце не все, а кто хотел, но танцевать должны были уметь все. С этой целью родители нанимали своим детям учителей танца. То, как человек танцует, весьма пристально рассматривали приглашенные, которые стояли в сторонке. Приглашения на танец регламентировались. Дама не могла отказать кавалеру, если уже дала свое согласие, но потом передумала. При этом нельзя было танцевать весь вечер с одним партнером. За неловкие столкновения с другими танцующими парами или за ошибки извинялся кавалер, ведь он ведущий. Дамы имели специальные книжечки, чтобы записывать кавалеров в очередь на танец. Как правило, юноша, который симпатизировал девушке, старался пригласить ее на кадриль, ведь именно после этого танца он провожал даму на ужин и мог с ней пообщаться. Роль кавалеров. Кавалер был обязан на протяжении вечера ухаживать за дамой всевозможными способами, которые допускал этикет. За столом он следил за наполнением бокала дамы, обеспечивал ей комфорт. Без сопровождения кавалера дама не могла пойти в буфет. Разумеется, речь идет о дамах, которые приехали на бал с кавалерами.
Незамужние девицы, явившиеся с родителями, оставались под их присмотром. На балу проявление галантности и заботы для мужчины являлось главным занятием. Дамам нельзя было скучать. Поэтому на балах было так много светских бесед. Месяц на визит. После череды танцев, трапез, игр и спектаклей кавалеры в обязательном порядке провожали дам домой. Бал часто длился до самого утра. После бала было важно навестить его устроителей в течение месяца. Зачем? Так гости выказывали восторг лично, хвалили и благодарили за приглашение. Нередко на таких встречах обсуждались важные дела, решение которых требовало приватности. 30 фактов о том, как на самом деле проходили балы, которые мы сегодня романтизируем. Балы в книгах и кино — это всегда пышно, празднично и бесконечно романтично. Как же иногда хочется бросить все, оказаться там и закружиться в вальсе на глазах у восхищенной публики. А давайте посмотрим, что для этого нужно. Получить приглашение, сшить модное платье, заказать бальную обувь, найти достойного кавалера, выучить сотни танцевальных па и многое другое. В общем, есть подозрение, что за романтическим флёром придворных балов скрывалась основательная подготовка. Как появились балы? Первые балы проходили при французском и бургундском дворах в XIV веке. Расцвет же пришелся на времена Людовика XIV, когда они начали распространяться по Европе и приобрели определенный церемониал. Придворные балы XVIII-XIX века выполняли функцию официального приема, встречи высокопоставленных лиц, послов. В Англии балы были местом, где общество проявляло себя наилучшим образом. Дело в том, что все действия присутствующих строго регламентировались в соответствии с кодексом воспитания, любое нарушение которого считалось тяжким преступлением. Поэтому обязательным условием присутствия на балу было доскональное изучение и владение этикетом викторианского бального зала. Как и многие другие западные обычаи, балы привез в Россию Петр Великий. В 1718 году специальным указом он основал ассамблеи, ставшие прообразом аристократических балов. К середине XIX века балы проводили уже не только в Петербурге и Москве, но и в небольших провинциальных городах. Подготовка к балу. Устроить бал было делом не из легких. Нужно было найти оркестр и продумать меню. Разослать приглашение не менее чем за 2-3 недели до мероприятия. А после бала хозяева ожидали от гостей записки в знак признательности за гостеприимство. Балы обычно проходили в огромных залах с колоннами. Паркет натирали до блеска, воздух ароматизировали, пространство зала украшали живыми цветами, особенно ценились редкие и экзотические. Из кладовой столового серебра приносили сервизы, приборы, фарфор, хрусталь. Гости могли узнать, сколько продлится бал, посмотрев на длину свечей. Чем они длиннее, тем дольше будет освещаться помещение. В среднем это 4-6 часов, а то и дольше. Кроме того, свечи служили показателем достатка хозяев. В богатых домах зал украшали сотнями свечей из пчелиного воска в хрустальных люстрах и стенных подсвечниках, а также зеркалами, отражающими и усиливающими свет. Женские наряды. Европейский бал требовал от посетителей весьма серьезной подготовки в самых разных областях. Начали работать модельеры, которые занимались пошивом исключительно бальных платьев. Стала изготавливаться обувь. Непосредственно перед балом было необходимо провести серьезную работу с прической. Посещение балов было связано с большими тратами. Платье от модного венского дизайнера стоило как годовое жалование рядового придворного лакея. В XIX веке наиболее состоятельные дамы заказывали туалеты у парижского дизайнера Чарльза Уорта, первого представителя высокой моды. Он обслуживал верхушку, королев, принцесс, жен миллионеров. Занимаясь подготовкой своего туалета, леди викторианской эпохи прежде всего должна была учитывать свой возраст и статус. И только потом думать о фасоне, ткани и цвете костюма. Замужняя дама могла явиться на балетал в шелке, украшенном тюлем и цветами. Девушки шили платья из легких материалов — тарлатана, марли, тюля, сетки, тончайшего муслина или кружева. Такие платья носили поверх шелковой комбинации. Дамы в трауре, если и появлялись на балу, то в атласных платьях, покрытых сеткой или крепом. Все аксессуары, перчатки, туфли, цветы, веера и оперный плащ должны быть аккуратными и новыми. В противном случае впечатление о даме портилось, и все ее старания по подготовке платья оказывались напрасными. Бальной обувью были туфли, напоминающие пуанты. Они плотно обхватывали ступню, имели полукруглый носок и плоский каблук.
Такие туфли подвязывали лентами, чтобы они не слетали во время танца. Белые атласные туфли носили со светлыми платьями, а черные или бронзовые — с темными. Правила обязывали надевать перчатки в гардеробной и запрещали оставаться без них в танцевальном зале. Снимать их нужно было только во время ужина. Перчатки были белые, идеально подогнанные по размеру. Гостям полагалось иметь при себе вторую пару на случай, если первая испачкается или порвется во время танца. Перчаткам уделялось очень много внимания. Они были необходимы, чтобы танцующие не касались друг друга обнаженными частями тела. Дамы почтенного возраста брали с собой носовые платки, ларнеты, программы бала и бальные веера. Молодая дама не выезжала на вечер без сумочки редикюля с флаконом духов и пузырьком с нюхательной солью от обмороков, а также без бальной книжки, в которую записывались имена претендентов на танец. Обычно такие приспособления подвешивали на цепочку веера или цепляли крючком к лифу. Если дама все-таки забывала о своем обещании и соглашалась на танец с другим кавалером, создавалась неловкая ситуация. Дама должна была отказать второму кавалеру, извиниться перед первым и пропустить танец. Если же кавалер по какой-то причине упускал из памяти свое приглашение, и дама оставалась без партнера, это считалось грубостью с его стороны и осуждалось всем обществом.